Я медиум. Я вижу мертвых людей. Да, работа непочатый край. Здесь все просто. Что-то связанное с ролевыми играми. Не смей испытывать судьбу, я же... Ой, чем дальше в лес, тем интереснее, да. Дэвид Блейн, fuck my мозг. Себе такое своими глазами увидел. Что? Мои глаза? Что? А нечего ночью пугать. Ладно, не буду рассказывать. Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я, Леха. Канал Hardplay. Давно не смотрели с вами Зомби Чеза? Да, не смотрели. Я хочу всем напомнить и не устану повторять, что вот здесь телеграм-канал и самое важное, самое важное, это что? Что? То, что стримы, так как я переехал в новую студию, каждый божий день, теперь начинаются в 6 часов по московскому времени, то есть 18:00. Жду вас, друзья мои. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу. Я наконец-то перебрался и... Ой, чем дальше в лес, тем интереснее, да. Ну, давай. Это видео было опубликовано женщиной по имени Лей Ганс, которая утверждает, что Какой Ганс? на видео было запечатлено что-то очень странное. Перед нами дочь Леи, которой 10 лет, когда она снимала это видео. Согласно словам, она снимала себя в своей спальне, когда произошло что-то довольно жуткое. Видео начинается с того, что девочка играет со своими игрушками, устраивает шоу и рассказывает о кухонном игровом наборе, который ей недавно подарили. Девочка утверждает, что это все предназначено для ее канала, который, по словам девочки, основан исключительно на видеороликах с ролевыми играми и обзорами игрушек. То, что должно быть обычным, невинным, оказалось совершенно зловещим. Если быть совсем откровенным, я вот в своем бусте, ссылочку внизу в описании, кстати, тоже найдете. Знаете ли, тоже хотел повыкладывать что-то связанное с ролевыми играми. Да, знаете ли. Но я, конечно, не знаю, хотите вы это или нет. Напишите, я думаю, в комментариях, и по лайкам тоже определим, стоит ли делать такой контент. Я думаю, стоит. Вам всем понравится. Подписчиц у нас много, извини меня, их как бы 300 или 400 почти тысяч на канале. Я думаю, что да, работа непочатый край. Там кастинги пойдут вот это. А вы точно продюсер? Este cuchillo, sí, muy lindo. Pues tengo esto que es como para cortar pizza, creo. ¿Sí? Pues tengo esto, cuchara, una cuchilla filosa. Ahora tengo dos tenedores. Это así. точно ролевые игры? Uno rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor amarillo. Pues tener... Se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Pues... Las tacitas. Чего? Что? Что? Где? Esta Что tacita произошло? Rosita. Y esta Мамасита! tacita. Como fucsia. Huevo. ¿Sí? В окно! Сразу после того, как она заметила, что рука куклы поднимается сама по себе, Просто ничего не пиши сейчас в чате, ладно? девочка останавливается, разворачивается и впадает в паническое безумие. Даже Дальше я бы забежал в кадр с канистрой 98-го или 103-го бензина, облил за все к чертовой матери и поджег. Потому что нехрен пугать. до этого казалось, что уже происходило что-то странное. Игрушка сама по себе оживает и начинает двигаться. Мать девочки и сама девочка понятия не имеют, как такое возможно, как кукла начала сама по себе двигаться. Аманда специализируется на разговорах с мертвыми. Кажется, она занимается этим уже какое-то время. Она уже считает себя полноценным медиумом. Учитывая ее способность контактировать и видеть мертвых, Аманда вела прямую трансляцию с двумя подругами, когда Скоро, мои хорошие, скоро. Я переехал в новую студию, и очень скоро,
всех своих подписчиков. Кстати, не забудь подписаться на канал. Я порадую. Скоро мы отправимся вдруг вокруг, отправимся к гадалкам. Да, будет у нас крупномасштабный, да, врыв. Так что ждите, друзья мои, очень уже скоро, да. Внезапно что-то в углу комнаты привлекает ее внимание, после чего все становится довольно странно. He drank all of it. Yeah. You good? Like 10 minutes this went on. And I'm like, oh my god, could you stop? Oh, you're looking at your cat. No, somebody just walked through my kitchen and Bobby freaked out. Did you see him run? I saw. Yeah. He's still sitting there looking at it. What is it? And his like tail is Yeah, I saw his swishing. tail. I'll move. Is the person still there? Bobby, you okay? I don't know. It still like feels really weird in here, but I only saw it at На самом деле это гениально. Ты, короче, говоришь. Я все придумал. Смотрите, гадалки это такие вот... Это надо искать информацию про человека, да, как мы в тот раз там с Мартизом делали, с Палаты 23. Что-то там разводить, заводить, там вот эту вот лапшу на уши вешать. Здесь все просто. Гадалки в прошлом. Ты говоришь, я медиум. Я вижу мертвых людей. Задайте мне любой вопрос, и я вам отвечу от любого человека. Гениальный маркетинговый ход. Ты можешь говорить все, что тебе заблагорассудится. А если тебе задают какой-то вопрос некорректный для тебя, ты просто говоришь, не смей испытывать судьбу, я же оттуда же говорю. Гениально. Открываем ИП. like for a second. That's also the same direction that when you said that there were. Oh my god, it's Brendan. He's outside now, thank God. Brendan? No, he's not. Stop, Amanda. No, it's not. No, he's not. There's Stop. literally. Wait, how'd your door just open? No one's out there. You're lying. How did her door No, just open? I'm not. Is he messing with you? No. Oh, your mom or something. Yeah, I think I'm gonna. Это, говорит, твоя мама? Нет, твоя из душа выходит. Я не хочу. Я не такой. text someone. I told him Yeah, to come down completely here. I literally live in the middle of nowhere. You guys saw my door open. Yes, that was the craziest thing I've ever seen. Аманда подумала, что это был Брэндон, ее муж, который вернулся с работы, но она понимает, что в другой комнате никого нет и не было. Можно хорошо видеть, как кот Аманды почувствовал что-то неладное. В конце концов, она приходит к полному осознанию. Короче, липовое тело стояло за дверью, просто взял за ручку снизу или снизу просто за дверь подергал, так как диван низ закрывает. Кот обратил внимание, она говорит: духи, духи никто иной. Что что-то происходит Гениально. паранормальное. Что думаете? Сквозняк или... Пишите в комментариях ваши предположения. Я думаю, что в правом верхнем углу я бы, конечно, да. Вот В это я следующем точно видео женщина записывает дом своего соседа, заметив что-то очень тревожное. Оказалось, что в гараже ее соседа происходит что-то странное. Теперь причина, почему это было необычно, Нас тоже в заключалась гаражах в том, происходило что что-то соседа не странное. было дома. Он Закрыли был в потом отпуске всех. вдали от дома. Но, как ни странно, свет в гараже включился. Женщина, снявшая это видео, проходила мимо, когда заметила это. Пока она продолжала смотреть, что-то странное, необъяснимое начало происходить. Смотрите. Да поможет нам, говорит, Пресвятой Огонь. И с факелом туда подбежал и поджег дом. Конец истории. Че за дурачок там бегает?
тело какое-то носится. Сашенька, смотри, бегает туда-сюда. Светом балуется, смотри, бегает туда-обратно. Я хочу напомнить, я сам там не был, к сожалению, но мне рассказывали, что в некоторых штатах, в USA, Америка, есть одно прекрасное правило. Как там, неприкосновенность частной собственности, да, если я не ошибаюсь. И там можно без предупреждения, как бы. Если соседка знает, что это точно не хозяин дома, то там, знаете, как происходит? Там вот так вот берется 911. Говорится, алло. И поехали. Там машина, вторая, третья, вертолет, самолет, снимок с квадрокоптера, я не знаю, спутник, самолет, бомбардировщик там высылают. Короче, все разом, все туда-то сразу. Да, и там сразу вот этого дурачка, кто там носится, да, там сразу его отпетушат так, что мало не покажется, да, так что я бы не снимал, я бы уже звонил. Я человек, ребят, простой, я увидел быдло, сразу позвонил. А чё? Ля, выглядывает, стоит. Внимательно наблюдая за тем, что происходит, фигура мечется взад и вперед, казалось бы, в безумной манере. Темная фигура делает это несколько раз, прежде чем внезапно остановиться и выглянуть в окно гаража, как будто оно наблюдает за женщиной, которая снимала все это. И если соседи были вдалеке от дома, то кто или что это было? Кто? Тот, кого не видно в темноте. В этом видео двое охранников просматривают кадры, снятые камерой видеонаблюдения с обзором на 360 градусов. Так. Накануне вечером произошло что-то очень странное, и они думают, что камера возле их здания зафиксировала инцидент. Когда с дружище нам делать было нечего. Качество. Просто потрясающее. Просто вообще зашкаливающее качество видео. Охранники просматривают со всех сторон отснятый материал камерой видеонаблюдения, но поначалу ничего необычного не бросается в глаза. Можешь увеличить качество, да куда уже лучше? Куда уже качество-то увеличивать? Уже просто уже зашкаливающее. Со 144 на 240 перешли. Ну куда уже? Больше. Сейчас камера оплавится. Ну, из передачи «Веселый пекарь». Дэвид Блейн, fuck my mouth. Кто скукожил его? Где? Где человек? Que vean de que no. Si alguien puede ver que se va, no se va. Y ahí le entramos a buscar. Aparece, ajá. Y desapareció. Охранники в тупике. А маяк Акопян. Здравствуйте, дорогие мои дорогие, да, грандиозного наедалого моего детства. О, смотрите, тяни платочек, там уже отмотал уже полрулона снизу. Да, я сидел ведь, смотрел, я ведь ему верил. И он пропал, зараза. Я бы сейчас спросил, зачем ты меня обманывал все детство? Я сидел, каждый раз его ждал, а маяк Акопяна. Говорю, тянет там это, смотрю. Там. Я говорю, зачем ты это делаешь? Зачем? Я ведь верил ему, я думал, что он реально маг, он чародей. Оказывается, он меня обманывал все мое детство. Зараза. Женщина, стоящая на улице, просто исчезает. Кажется, она исчезает без следа после того, как зажигает что-то. Охранники утверждают, что дым после зажигания неизвестной женщины принимает форму черепа. Из-за этого они предполагают, что тут происходит сверхъестественное. Согласитесь, этот инцидент, произошедший недавно в Аргентине, является очень странным. Это странное место в Огайо. Ну, странное, Его называют да, на самом деле, Хеллтаун. такой момент. В этом месте многие люди сообщают, что некоторые здесь чувствуют себя крайне неловко. Это неудивительно, учитывая ужасающие события.
Я вам, значит, рассказываю. Ладно, не буду рассказывать. Хотел рассказать историю, когда я себя чувствовал крайне неловко, но мы не об этом, ладно. Нас дети могут смотреть, да, поехали. События, произошедшие здесь много лет назад. Этот городишко Даже был не основан просите. группой коренных американцев, которые трагически потеряли многих своих жителей в ужасной битве между поселенцами и колониальными войсками. Здесь погибло много индейцев, но те, кто выжил, покинули Хеллтаун в поисках другого дома. Перенесемся в наше время. Люди очень боятся приезжать сюда в одиночку. Многие верят, что земля здесь проклята, учитывая цепочку неудач, которая преследовала за тем, как поселенцы въехали туда в определенную ночь. Парень по имени Крис решает посетить Хеллтаун. То, что он снимет на камеру, по меньшей мере, жутко. Когда Крис проходит по густому лесу, он находит старый сарай. Отсюда и начинает все становиться странно. А там индеец на перекладине. Пока ничего такого не произошло, но когда Крис решает идти дальше, происходит это. Смотрите. Поднимает вверх глаза, а там лось вот с такими глазами сидит на дереве. Говорит, мужик, закурить есть? Причем здесь лось? Непонятно. Еще как в этом, в голодных играх. Внезапная стрела. А нечего ночью по полям ходить, да, где индейцы живут. Ну и чё, сарай? I'm surprised this barn is still standing despite how old it is. What the hell is that? What the fuck? What the f is that? Индейцы опасны. Крис был совершенно напуган. Где-то не слишком далеко от него слышны Я думал, индеец хотя бы пробежит или еще что-нибудь. жуткие звуки. Понятное дело, он начинает волноваться, хотя не ясно, что это было. Кажется более чем вероятно, что эта стая койотов выла коллективно. Независимо от того, койот или нет, Это работяги в чате угорают, когда увидели что-нибудь. внезапные вопли, доносившиеся с темного поля, были опасны. Это или Позже чайки происходит какие-нибудь, еще да-да-да, хуже. или приматы, Он резко или- остановился. Смотрите. Лисы, койоты, что угодно может быть. I keep hearing something. It sounds like it's following me. Чувак в чате пишет. Шутки про русского, китайца и француза на необитаемом острове, так полагаю, не нужны. Нет, не нужны. В комментариях к ролику напишешь. Я лично лайкну.
What is that? What's that? Вот именно поэтому ваш покорный слуга давным-давно ходит с чем? Точнее, с самого начала. Правильно. Называется тактический фонарик. Да, там такой луч света, да. И там мои глаза. Вот это вот все. Да, потому что нечего в темноте пугать. Something's over there. I can hear it. Кто-то там есть, но возьми, подружись. Зачем туда опять идешь, дурак? Похоже на пару светящихся глаз, появляется вдалеке. Кажется, оно смотрит на Криса и прячется за высокой травой. Оно как будто готовится Да, Крис смотрит на него, искра, бури, безумие, и вместе проснулись под утро. Боже, ну прекратите, ребят, ну что за пена? напасть. Крис сразу понял, что это живое существо, увидев, как оно спряталось. Что бы это ни было, оно крупное, учитывая, что существо выше травы. После этого Крис выключил камеру и побежал. Есть один закон очень хороший. Всегда лучше осматривать, какое тело, правильно, не будем говорить на ютубе, недвижимое, чем гадать, кто это был. Поэтому что? Правильно. Предупредительный выстрел, да, в голову. А нечего ночью пугать. Обратно к Сайги как дал. Говоришь, внимание, прием. машине. И все. Как вы думаете, может ли безобидное празднование дня рождения превратиться в зловещее предзнаменование? Смотрите на первое видео. Мне больше страшно, кто там так завывает. Свечи сами по себе гаснут, будто кто-то невидимый их со всех сил задул. Сквозняк. Теперь посмотрите на второе видео. То же самое происходит. Удивленный и напуганный вид парня абсолютно не постановочный. Он так испугался этого мистического явления, что даже перекрестился. Этот жуткий и странный клип был опубликован в ТикТоке и собрал огромное количество просмотров. This guy's been following me since this morning. Даже после Не хочу ничего говорить. того, как автор задал вопрос этому странному персонажу, тот все еще продолжал за ним следовать. После того, как автор вышел из поезда, мужчина потерял его из виду. Автор смог спокойно вернуться в свою квартиру. Однако на следующий день И, короче, обратная слежка, понял? И потом ты за ним следишь из-за угла такой. Маски там меняешь, бороду, там шляпу, очки одеваешь. Ходишь такой, знаешь, загадочный. В газете, да, дырки 2 сделал, сидишь, подсматриваешь. А при чем здесь доктор Хаус, я не понимаю. загадочный человек снова появился, на этот раз внутри здания. Потрясенный и напуганный автор возвращается в свою квартиру, закрывается на все замки. Не успев он переварить информацию, с другой стороны двери раздался внезапный резкий стук. После того, как раздался внезапный резкий стук, с этой стороны двери может раздаться внезапный резкий выстрел. И больше никто никому мешать не будет, да. Почувствовав дальнейшую опасность, парень звонит в полицию.
Вскоре после этого появляется полиция и куканчик. выводит мужчину с территории. Спустя несколько дней автору позвонили с полиции и сообщили, что тот странный преследователь без криминального прошлого и отсутствует реальное преступление. Его отпустили. Следующее наше видео было загружено в Инстаграм, и оно ошеломило миллионы Куда? людей. Видео Куда еще раз загружено? Послышалось, наверное, что туда. Не знаю, я эти ваши вот эти вот всякие вот эти вот, я ими не пользуюсь. Там какой-то дурачок сидит, что-то время от времени в hard.inst выкладывает, я не знаю, не разбираюсь в этом. начинается с того, что домовладелец играет в видеоигры, но начинает замечать что-то странное. Он включил камеру и начал шутить, что в его доме живут призраки. Прежде чем зрители успевают переварить происходящее, кресло-качалка в комнате начинает устрашающе двигаться сама по себе. Явно потрясенный этим, он обращается к своей жене, чтобы та тоже Это что это такое за диван-качалка? Я тоже такой хочу. подтвердила, что видит это. Из ее ответа можно сразу понять, в что это телеге, в явно Hard не Insight? первое паранормальное происшествие в их доме. Если вам этого недостаточно жутко, смотрите, что происходит дальше. Oh wow, wait. I swear I can see. Ooh, stop it. I'm not liking that. Oh wow, wait. I swear I can see. Мгм. Ой, боже, как я испугался. Себе такое своими глазами увидел. Это все, это сразу, ну это просто, ну это кукуха отъедет в секунду просто. Ooh, stop it. I'm not liking that. Смотрите еще раз в отражение телевизора. Вы можете увидеть темную фигуру, поднимающуюся из кресла-качалки. Быстро поворачивая камеру, чтобы поймать фигуру, там уже никого нет. Уже поздний вечер, когда человек, лежащий на каталке, записывает Но я вам так скажу. Я понимаю, что это 99%, что это фэк, монтаж и все остальное, но если это правда, я вам клянусь, у меня бы сердце бы, оно просто бы на месте бы, я бы разговаривать бы, мне кажется, перестал от страха. Но это просто, это... себя от скуки. Видео начинается с того, что вначале ничего особенного не происходит, но дальше будет ужасно. Мало контекста в этом видео. Когда девушка записывает себя и все, что ее окружает, происходит следующее. В течение нескольких секунд девушка фиксирует то, что кажется кем-то или чем-то стоящим в углу комнаты. Его внезапное появление становится еще более жутким из-за того, как оно выглядит. Оно выглядит очень тонким и бледным, но ситуация становится еще более тревожна, когда я вижу, что пространство, где была замечена фигура, уже пустое. Женщина, снимающая видео, от страха резко перестает снимать. Если вам понравилось это видео и вы хотите чаще, чтобы выходили подобные свежие подборки, поддержите меня подпиской на YouTube канал и Родной, мы подписаны везде. Ссылку на Зомби Чеза оставил внизу в описании. Что-то два последних вот этих вот немножечко, если честно, сжалось, если так совсем прям быть откровенным. Пишите ваши комментарии. Вот этот предпоследний с вот эти кресло-качалкой, я что-то маленько поднапрягся. Удачи. И это. Неважно как, неважно где, главное, чтобы не в кресло-качалке. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.